Добрый день, дорогие пекари! В последнее время появилось несколько вопросов на одну и ту же тему о том, как сделать тонкую, хрустящую, вкусную корочку на хлебе. И сегодня я хочу показать вам это. Я замесила два абсолютно одинаковых теста на одинаковой муке в одинаковых пропорциях. И я буду выбраживать их разными способами, чтобы показать вам, что влияет на корочку. Первое тесто я поставлю бродить на 4,5 часа и обминки делать не буду. Второе тесто я поставлю бродить, буду за ним наблюдать, хочу достигнуть полной выбраженности, но думаю, что это будет то же самое время. И буду делать частые обминки, буквально каждые примерно 15-20 минут. Сделаю 4-5 обминок и потом оставлю его в покое. Все, накрываю крышками, оставляю при комнатной температуре, и они начинают процесс брожения. Прошло у меня положенное время. Я делаю первую обминку, таким образом вытягивая клейковину этого теста и тренирую ее, и создавая впоследствии хорошую структуру теста. Выполнила первую обминку, дальше показывать не буду. В таком же стиле выполняю дальнейшие обминки с той кратностью, которую я вам написала в титрах. Продолжаем и покажу последнюю обминку. Итак, я выполнила все обминки для теста, на котором хочу показать вам глянцевую корочку. Сейчас я накрою его крышкой и оставлю бродить при комнатной температуре еще на 2,5 часа. Через 2 часа гляну и подумаю, может быть, оставлю его еще подольше. Так, первое тесто, которое бродило у меня без обминок, пробродило 4,5 часа. Сейчас я хочу его заформовать. Подсыпаю чуть-чуть муку на поверхность, подпыляю стол. Если смотрим на брожение, где-то на 3/4 тесто выбродило. И сейчас делаем предформовку. Заворачиваем все края вовнутрь. Мягкое, хорошее тесто. Переворачиваю, прокатываю по поверхности и натягиваю заготовку. Все, укладываю. И накрываю миской примерно на 10-15 минут. После этого сделаю основную формовку. Прошла отлёжка. Беру капельку муки. Подхватываю тесто и переворачиваю. И сейчас я выполню ему формовку. Чуть-чуть его дегазируем. И выполняем формовку, как я люблю, пеленанием. Корзинку ставим поблизости. Плотно натягиваем заготовку. Залепляем все боковые швы. И отправляю на расстойку. У меня будет красивый мучной верх у этого хлеба. Накрываю пленкой, оставляю на расстойку примерно на 2 часа до увеличения в 1,5-2 раза. Самое главное, наблюдайте за ростом теста. Здесь не время играет роль, а именно подъем теста. Оставляю. Давайте посмотрим, что происходит с моим тестом. Смотрите, огромные пузыри поднялись, сдулись на поверхности. Если мы отодвинем, мы видим, что разрыхленность еще не на полную толщу этого теста. Есть два варианта, как поступить с этим тестом. Либо можно сейчас заформовать и отправить на долгую холодную расстойку в холодильник, то есть примерно часов на 12, а то и 18. В зависимости от температуры в вашем холодильнике. Либо мы продолжаем выбраживать это тесто еще примерно час, может быть 1,5, и потом делаем формовку и расстойку. Выбирайте тот вариант, который подходит вам больше.
Самое главное, чтобы тесто выбродило, либо расстоялось полностью в корзине. Я выберу вариант все-таки с холодным брожением. И сейчас выполню предформовку этого теста. Тесто очень мягкое, довольно влажное. Запаситесь скребком, если у вас нет навыка формовки такого влажного теста. Выполняем предформовку как обычно. Собираем все в середину. Отклеиваем все, что приклеилось. Подпыляем мукой. И аккуратно это тесто округляем. Смотрите, чтобы не попало слишком много муки вовнутрь. Лучше округлять без муки, это удобно делать скребком. Накрываю миской, оставляю на 10-15 минут. И после этого сделаю формовку. Так, давайте выполним формовку. Отклеиваем тесто от поверхности. Слегка припыляем вверх. Переворачиваем. Тесто влажное. Выполняем формовку. Смотрите, несмотря на то, что тесто очень влажное, оно очень охотно, хорошо и послушно формуется. Это всего лишь вопрос техники работы с тестом. Заворачиваем и залепляем край. Я отправляю на расстойку швом вниз. Мне хочется корочку глянцевую. Все, оставляю на расстойке в холодильнике до завтрашнего дня. Это будет примерно в 18 часов расстойки. Обязательно накрываем пленкой. Не забудьте смазать пленку подсолнечным маслом, чтобы она не прилипла к поверхности. И плотно накрываем этой пленкой. Температура у меня в холодильнике +6. Это самая нижняя полка. И там тесто может бродить достаточно долго. Поэтому без опаски отправляю тесто туда. Так, хлеб у меня прошел расстойку. Немного прилип к пленке. Поэтому я говорю всегда, обязательно пленку смазывайте маслом. Расстойка у меня заняла 1,5 часа. Плюс еще немного времени. Но по внешнему виду я вижу, что он хорошо расстоялся. Духовка у меня разогрета на 250 градусов. Я буду печь при 250 первые 15 минут. Обязательно под колпаком. И потом снижу температуру и буду допекать еще минут 20 при температуре 210 градусов. Выполнила надрез и отправляю выпекаться. Так, первый хлеб у меня испекся. На внешний вид он совершенно идеальный. Такой, к которому многие стремятся. Давайте разглядим его подробнее. Я взяла весы. Сейчас я его взвешу. 703 грамма. Давайте измерим его. В длину он 20 сантиметров. В ширину он 17,5 сантиметров. В высоту, где-то около 11,5 сантиметров. В общем, красивый высокий хлеб. Очень пышный, очень хорошо он поднялся. Смотрите, какой высокий. Прекрасно он раскрылся. Огромное, видите, какое раскрытие. Теперь давайте смотреть. Наша задача была сделать корочку. На этом хлебе я как раз старалась сделать так, чтобы корочка была достаточно толстой. Вот смотрите, здесь она более-менее тонкая. Но вот здесь вот она прям ломается у меня под пальцами и не прогибается. Она довольно-таки толстая.
Давайте разберемся, что произошло. Брожение этого хлеба составило 4,5 часа, и расстойка была где-то час 40, примерно час 40, час 50. Общее время было не очень большое, и плюс я отмечала, что у меня комнатная температура сегодня плюс 21, то есть это невысокая температура, это нижняя граница нормы. В результате я допустила достаточно приличный недорастой, я знала об этом, и за счет этого у меня получилась вот такая довольно плотная корка. Если я сейчас дам хлебу немного остыть и накрою его полотенцем либо полиэтиленовым пакетом, эта корочка отмякнет, и она будет понежнее, но при этом вот она все равно такая довольно плотная. Здесь потоньше, да, здесь хрусткая, хорошая и потоньше, но основная корка и снизу, и с боков у нас плотненькая. Ну а второй хлеб у меня стоит на расстойке надолго и в холодильнике. Еще раз повторюсь, можно было делать расстойку и при комнатной температуре, просто у меня нет на это времени. За ним надо было бы следить, сейчас нет возможности это делать. Я его отправила в холодильник. После выпечки я покажу его вам также, и мы разберем, какой получится он. Так, второй хлеб у меня был в холодильнике 18 часов, это достаточно долго, но я хотела, чтобы хлеб качественно, хорошо ферментировался, чтобы получить именно тот результат, на который я рассчитываю, и ту самую мягкую и хрустящую тонкую корочку, которую нам хотелось бы. Все, сейчас высаживаю на лопату. Видите, я смазала маслом пленку, поэтому она совершенно не прилипла. Укладывала я его швом вниз, поэтому высаживать буду на руку. Я хочу тонкую классную корочку, поэтому буду делать ее глянцевой. Вот так аккуратно высаживаем. Немного он у меня раздаваться начал в стороны, но для ферментированного хлеба это нормально. Делаем надрез, немного тянется за лезвие. Подправляю. Все, отправляю выпекаться. Второй хлеб у меня испекся. Предваряя ваши замечания, точно скажу, будут такие, почему он такой горелый, почему он такой темный. Я чуть-чуть упустила его на пару минут, надо было чуть раньше. Но, тем не менее, это даже интересно, потому что у меня есть возможность вам показать, что я его не пересушила, даже чуть-чуть передержав. Он сейчас еще горячеватый. Я его достала прям пару минут назад. Смотрите, какая корка. Да? Тонкая-тонкая. Сейчас сделаю виднее. Видите, какая корка? Это результат качественной, хорошей ферментации хлеба. В данном случае больше ничего, потому что пекла я их при одинаковой температуре. Пекла я оба хлеба под колпаком, но у первого получилась довольно-таки жесткая корочка, а у второго она очень-очень тонкая и хрустящая. Первый мы уже разрезали, потому что пекла я его накануне. Ну вот смотрите, какая корочка, да? Плотненькая такая. Этот хлеб не дорасстоялся, не доферментировался. Этот расстоялся полностью, ферментировался. И у первого я делала замер по его параметрам, по размерам. Давайте и второй тоже замерим. Сначала вес. 713 граммов. То есть по весу они у нас фактически одинаковые. Теперь размер 18 в ширину, даже 18,5, 23 в длину и в высоту, если смотреть гребешком, 9,5 сантиметров. Смотрите, при полной ферментации, несмотря на то, что хлеб у меня немножечко поплыл, раздался, он хорошо раскрылся, он поднялся, у него небольшой, но есть гребешок, и у него вот такая вот потрясающая корочка, и я уверена, что у него совершенно потрясающий мякиш воздушный. Сейчас я резать его не буду, он горячий, пускай остывает. Я думаю, что вы поняли, в чем залог хорошей корочки.
Печь с паром и под колпаком – это обязательно, всегда, если вы хотите хороший вкусный хлеб с красивым большим раскрытием. И второй момент – следите за ферментацией хлеба, за его полной расстойкой, за его полным выбраживанием. Только в этом случае вы получите вот такую тонкую корку, и помимо нее вы получите самый полезный и вкусный хлеб. Я уверена, вот этот хлеб гораздо вкуснее, чем вот этот недоферментированный. Если это видео было полезно, ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях, будем общаться, буду отвечать на все комментарии. Ну и присоединяйтесь, кто еще не подписан, всем рада, будем вместе с вами печь, испечем еще очень много всего интересного и освоим новые приемы хлебопечения.